Ученые утверждают, что обнаружили настоящий Ноев ковчег. Тот самый библейский корабль, который по преданию спасал животных от Великого потопа. Сегодня мы раскроем, что нашли внутри реального ковчега Ноя и какие секреты он может открыть. Эта невероятная находка способна изменить наше понимание археологии и древней истории. Согласно известной библейской истории, Ноя построил гигантский плавучий храм, чтобы сохранить избранные формы жизни во время катастрофического потопа, затопившего всю землю. В Писании этот корабль известен как «Ковчег Ноя». Колоссальное судно, созданное по божественному замыслу. Бог сам сообщил Ною точные размеры конструкции. 300 локтей в длину, 50 в ширину и 30 в высоту. Если перевести эти меры, то получается 137 метров в длину и 23 метра в ширину. Для сравнения, длиннее футбольного поля выше Биг Бена, если поставить его на бок, и тяжелее любой деревянной фрегаты XIX века. Даже современные деревянные корабли строились лишь крохотными по сравнению с этим колоссом. Но при всех этих грандиозных планах многие ученые сомневаются, могла ли деревянная конструкция таких размеров вообще выдержать бушующее море. В Библии говорится, что Ной использовал особый материал. Дерево гофер, возможно, уже исчезнувший вид, и покрывал корпус смолой для водонепроницаемости. Верующие утверждают, что божественное провидение даровало ковчегу чудесную прочность. Скептики же сомневаются в возможности долгой морской сохранности такой махины даже с современными технологиями. В Библии подробно описано, что внутри ковчег был разделен на 3 палубы. Эти отсеки позволяли разделять грузовые помещения, жилые зоны для семьяна и загоны для животных. Такая продуманная структура помогала организовать целый плавающий зоопарк для долгого путешествия. Но даже с этим делением уход за животными был бы крайне сложным. Нужно было изолировать хищников от травоядных, следить за беременными самками, а еще убирать горы отходов, которые скапливались каждый день во время качки. Даже современные зоопарки с ветеринарами и системами коммуникации сталкиваются с подобными трудностями. Представьте древний корабль без электричества, холодильников и лекарств. Инженеры предполагают, что нижняя палуба служила местом для хранения и самых крупных животных — слонов, носорогов, гиппопотамов. Вторая палуба — для более спокойных зверей и хранения припасов. Верхняя же была отведена для людей птицы молодняка. Чтобы справляться с отходами и кормлением, команды должны были работать круглосуточно, убирая, раздавая еду и следя за здоровьем тысяч существ. По консервативным расчетам, Ной должен был взять на борт более 16 тысяч животных. Даже современные зоопарки с логистикой и транспортом с трудом выдерживают такое количество. Нужно было следить за инфекциями, изолировать больных, контролировать паразитов и обеспечивать правильное питание для каждой пары. Ведь слону нужно более 130 килограммов корма в день, а хищники требовали мяса, птицы нуждались в семенах и насекомых. Все это приходилось хранить и выдавать без современных холодильников. Команды на ковчеге, вероятно, чередовались каждые 4-6 часов, чтобы убираться и кормить животных. Без строгого графика жизнь на корабле быстро бы превратилась в хаос. Когда ковчег был загружен и все приготовления завершены, наступил момент катастрофы. По библейскому описанию воды поднимались 40 дней и 40 ночей без перерыва. Подземные источники хлынули наружу, а небесные шлюзы раскрылись, обрушивая на землю бесконечные ливни. Навигация в этот период была невозможна. Корабль носило по безбрежному океану без ориентиров среди волн, которые скрывали даже вершины гор. После этого еще 5 месяцев бушующие воды не давали ковчегу возможности пристать к суше. В таких условиях обитатели ковчега должны были строго придерживаться распорядка. Регулярно раздавать припасы, проверять здоровье животных, убирать отходы и даже успокаивать испуганных детенышей.
Эти рутинные заботы не только обеспечивали физическое выживание, но и помогали людям на борту сохранить рассудок в условиях полной изоляции и постоянной угрозы. Сегодня многие ученые ставят под сомнение возможность существования такого корабля. Во-первых, даже самые прочные деревянные суда редко выдерживают более 10 лет эксплуатации на море без серьезного ремонта. Во-вторых, геологические данные не подтверждают наличие глобального потопа масштаба, описанного в Библии. Например, гора Арарат, где, согласно текстам, якобы остановился ковчег, сформировалась гораздо позже предполагаемого времени потопа. Кроме того, ее верхушки до сих пор укрыты многометровыми слоями льда, что противоречит идее о том, что здесь быстро возникли леса после спада воды. Тем не менее, для верующих эти возражения не имеют решающего значения. Они утверждают, что ковчег мог сохраниться благодаря чудесному вмешательству. Множество экспедиций на протяжении веков пытались найти ковчег именно на Арарате. Первым серьезным источником таких рассказов стал древний еврейский историк Иосиф Флавий, который утверждал, что обломки ковчега лежат в Армянских горах. Со временем интерес только рос. В XIX веке европейские путешественники организовывали дорогостоящие и опасные экспедиции, нередко с трагическим концом. Горный рельеф и редкий воздух были смертельно опасны. Во время Холодной войны снимки разведывательных самолетов будто бы зафиксировали аномальную форму на ледниках вершины, напоминающую силуэт корабля. Это вызвало новый всплеск энтузиазма. Но отсутствие современного ледового бурения и радаров, проникающих в толщу льда, не позволило подтвердить эти догадки. Сегодня ситуация еще сложнее. Международные соглашения ограничивают доступ к этому региону, а политическая нестабильность и военные конфликты делают любое серьезное исследование крайне рискованным. Иногда на волне ажиотажа происходили и настоящие аферы. В 2008 году группа евангелистов-энтузиастов заявила об обнаружении настоящих останков ковчега на Арарате. Но последующее расследование показало. Их доказательства были современными подделками, созданными для выманивания пожертвований. Поддельные древние балки и фальшивые дневники экспедиции обманули тысячи верующих по всему миру. Другой пример связан с исследователем-любителем Роном Уайтом. Он утверждал, что на знаменитой турецкой формации Дуру-Пинар нашел остатки каменных якорей от ковчега. Однако геологи позже доказали, что это природные образования, сформированные потоками лавы и эрозии, а не продукт человеческой деятельности. В итоге каждый раз обман и спекуляции подрывали доверие к честным поискам и разжигали лишь еще больший скепсис в научном сообществе. Но не все исследования сводятся к поискам на вершине Арарата. Некоторые ученые решили оставить в стороне библейский текст и взглянуть на геологию и археологию без предвзятости. В конце XX века исследователи обратили внимание на Черное море. Океанографы обнаружили там убедительные признаки древнего катастрофического затопления, случившегося около 7,5 тысяч лет назад. Когда ледники последнего ледникового периода отступали, гигантское пресноводное озеро оказалось под угрозой. Воды Средиземного моря хлынули внутрь, резко повысив уровень и затопив огромные прибрежные поселения. Знаменитый археолог Роберт Баллард, открывший обломки «Титаника», провел подводные исследования и обнаружил древние жилища под слоем морского ила. Анализ показал, что эти дома были разрушены быстрым и мощным затоплением. Генетические исследования морских организмов также указывают на резкое смещение соленой и пресной фауны именно в этот период. Хотя такой потоп не был всемирным, он мог послужить основой для преданий, которые распространились по всему региону. Эти открытия добавляют веса идеи, что история Онуэ могла быть отражением реального бедствия, пусть и локального. Именно такой катастрофический опыт мог оставить неизгладимый след в памяти народов. Что особенно интересно,
мифы о Великом потопе встречаются по всему миру. От шумерской эпопеи о Гильгамеше, где мудрец строит гигантский корабль по велению Бога, до легенд древнего Китая и даже преданий ацтеков о человеке, которому сказали построить лодку и спасти все живое от наводнения. Исследователи сравнивают детали мифов и находят поразительные совпадения. Например, предостережение свыше точной инструкции по строительству разделения животных по парам. Такие схожие элементы в легендах, разделенных тысячами километров и веками истории, заставляют задуматься, не скрывается ли под слоем мифов память о реальной, пусть и локальной, катастрофе. Особое внимание историков и археологов привлекает древнейший известный письменный эпос о Гильгамеше. В нем рассказывается об Утнапиште, которому бог Энки сообщил о грядущем уничтожении человечества через потоп. Утнапиште строит гигантский корабль. Квадратный, многопалубный, разделенный на отсеки, чтобы спасти свою семью и выбранных животных. Дождь льется 6 дней и 7 ночей, перед тем, как корабль останавливается на горе Насир. После спада воды он выпускает птиц на разведку, почти как Ной в Библии. Совпадения настолько точные, от указаний по строительству до числа дней и животных парами, что ученые считают невозможным объяснить их простой случайностью. Некоторые исследования даже оценивают вероятность случайного совпадения ключевых деталей как 1 к десяткам миллиардов. Это свидетельствует о прямом культурном заимствовании или общем источнике этих преданий, возможно, реальном катастрофическом событии, которое оставило неизгладимый след в коллективной памяти народов. Но не только Ближний Восток хранит такие истории. От Полинезии до Китая, от Индии до Мезоамерики, почти у каждого древнего народа есть свои версии великого наводнения. Ацтеки рассказывали о человеке, которому боги велели построить лодку и собрать в нее все необходимое для жизни. В Китае мифы повествуют о герое, который сдерживал воды и спасал землю от затопления. Даже в исламской традиции история Ноя — это важная часть священного текста. Все эти предания объединяет общая структура: предупреждение о грядущем бедствии, строительство судна, спасение избранных и последующее возрождение жизни. Для исследователей это указывает не столько на буквальное всемирное затопление, сколько на коллективную травму древности, серию катастрофических наводнений, запомнившихся и переданных через поколения в виде символических историй. Но вот вопрос: есть ли у нас доказательства, что именно Ноев ковчег существовал так, как описано в Библии? Археологи, работающие с фактами, сталкиваются с серьезными трудностями. Например, анализ древесины, даже если находят древние балки, не может с уверенностью доказать их связь с конкретным судном. А условия на вершинах Арарата крайне суровые. Многометровые льды, лавовые потоки, землетрясения за тысячи лет многократно меняли рельеф. Все это размывает или уничтожает любые следы древних построек. При этом даже точные размеры ковчега, описанные в Библии, вызывают вопросы. Инженеры отмечают: корабль таких пропорций требовал бы невероятной прочности и ухода, чтобы не развалиться под собственным весом. Современные суда из стали и то нуждаются в постоянном ремонте, а дерево со временем коробится, гниет и теряет герметичность. Даже если представить древесину с необычными свойствами, без регулярного ухода корабль не выдержал бы года в бушующих водах. Геология тоже не подтверждает идею о глобальном потопе. Наука не находит следов одновременного и равномерного затопления всей суши планеты. Даже горы, упомянутые как место остановки ковчега, по данным датировки, сформировались позже предполагаемой даты потопа. Кроме того, гипотеза всемирного потопа плохо объясняет современное разнообразие видов. Биологи подчеркивают, даже если на ковчеге было по паре от каждого вида, этого количества особей слишком мало для сохранения генетического разнообразия. Например,
Невозможно объяснить, как от нескольких жуков на ковчеге произошли десятки миллионов видов, которые мы наблюдаем сегодня. Для этого потребовались бы эволюционные изменения с невероятной скоростью, гораздо большей, чем мы видим в природе. Все эти факторы усиливают скептицизм в академической среде и вынуждают рассматривать историю скорее как символическую притчу, а не как буквальный рассказ о событиях. Но даже скептики признают, локальные катастрофические наводнения действительно могли вдохновить древние мифы. Наиболее убедительный пример — это теория Черного моря. Исследования одна показали, что примерно 7500 лет назад Средиземное море прорвалось через Босфор и хлынуло в огромный пресноводный бассейн. Воды поднялись на десятки метров всего за несколько месяцев, затопив плодородные земли и поселения. Археологи нашли под морским илом остатки жилищ, датируемые временем до катастрофы. Генетические исследования морской жизни показывают резкое смешивание видов в этот же период. Это событие не было всемирным потопом, но для жителей региона оно действительно стало концом их известного мира. Такая катастрофа могла стать основой для устных преданий, которые со временем приобрели более драматический и универсальный характер. Историческая память и символизм — именно это один из ключевых аргументов сторонников символического прочтения Библии. По их мнению, древние авторы описывали не конкретный глобальный потоп, а коллективную память о настоящих катастрофах. Они облекли ее в яркие образы, понятные и внушительные для современников. Подобные предания о божественном гневе и очищении через воду встречаются по всему миру. Это говорит о глубинной психологической потребности людей объяснять природные бедствия через моральный смысл. Верующие, которые настаивают на буквальном прочтении, воспринимают такие выводы как угрозу своей вере. Для них ковчег Ноя — это не просто история, а доказательство Божьей заботы и справедливости. Отказ признать ее буквально означает усомниться в священном авторитете текстов. Но даже многие религиозные ученые признают, что в библейских историях часто встречаются элементы символа и поэзии, призванные донести до людей не точные детали, а великие истины. Но, несмотря на все сомнения и научные возражения, попытки найти ковчег не прекращаются. Современные исследователи используют самые передовые методы — радары, проникающие в толщу льда, спутниковые съемки, топографические карты, анализ магнитных аномалий. Но даже эти технологии пока не дали убедительных доказательств. Доступ к вершинам Арарата ограничен сложными политическими условиями, опасностью боевых действий и строгими разрешениями. Экспедиции требуют огромных ресурсов и тщательной подготовки. В то же время научный интерес подогревался тем, что даже опровержение фантастических теорий помогает изучить древние культуры и ландшафты. Даже ложные находки или разочарования дают важные данные о том, как формировались мифы и как люди пытались примирить веру с реальностью. В конечном счете рассказ о Ное и его ковчеге — это больше, чем просто попытка объяснить древнее бедствие. Это миф, который затрагивает самые глубокие слои человеческой психологии. Он говорит о страхе перед хаосом природы и нашей уязвимости, о желании найти защиту и смысл в разрушительных силах, о надежде на спасение и новое начало даже после величайшей трагедии. Такой миф не просто переживает века, он формирует целые цивилизации. Для миллионов верующих ковчег остается символом Божьей любви и справедливости, а для историков и археологов — загадкой, которая требует уважения и осторожности. Ну а для всех нас — напоминанием о том, насколько хрупок мир, который мы строим, и как важно помнить уроки прошлого, какими бы мифическими они ни казались. Возможно, ковчег Ноя так и останется великой загадкой. Может быть, он покоится под вечными льдами горы Арарат или вовсе никогда не существовал в таком виде, каким его описывают тексты. Но одно точно — эта история продолжает жить в сердцах людей.
Расскажите в комментариях, что вы думаете об этой загадке. Нам будет очень интересно узнать мнение каждого зрителя.